Скиллов для агентов в интернете тысячи, их складывает в репозитории пачками, скачивай, клади в проект, пользуйся, но как бы не так. Я делал так же, у меня было куча скиллов для дизайна, куча скиллов для верстки, для остальных каких-то задач. Каждый раз казалось, ну вот сейчас закину еще один вот этот вот бесценный, невероятно классный скилл, и у меня отлично будет работать моя среда. Но, к сожалению, так это не работает. Заработало это, когда я выстроил свою архитектуру по именно внедрению этих скиллов, полезных навыков из них в свою среду, вместо того, чтобы качать пачками все новые, новые, новые. Агент про них просто забывает, они могут друг другу противоречить. В общем, проблем здесь может возникнуть много, решается все это 3 конкретными столпами, о которых я сегодня расскажу. Сначала, на всякий случай, давайте про сам предмет, чтобы дальше говорить на одном языке. Скилл — это навык. В контексте агентной работы это выглядит как либо папка, либо один отдельный файл skill.md, в котором описано, что это за инструкция, когда ее применять, как она должна работать. Агент читает описание, видит какие-то, не знаю, там, триггерные слова, по которым этот скилл должен вызываться, и когда задача попадает под одно из них, подтягивает инструкцию сам. Руками мы его не вызываем, если у тебя правильно собрана среда, он сам знает, когда его нужно применить. И отсюда и растет соблазн, раз агент подтягивает сам, значит, замечательно, давай сейчас закину ему как можно больше скиллов, но, к сожалению, нет. Во-первых, когда ты открываешь чужой скилл, ты не знаешь про него самого главного, как он устроен внутри, под какую задачу его писали, какие решения его автор считал само собой разумеющимися, как вообще в принципе он планировал с этим скиллом работать. И дальше история одинаковая у всех, нашел скилл по дизайну, положил, нашел второй, положил, третий, сидишь, ждешь, ну вот сейчас начнет делать красиво. И в итоге не начинает. Причины простые, скиллов становится много, и агент про часть из них просто забывает. Они между собой не организованы, потому что писали их разные люди под разные проекты, они друг другу могут вообще противоречить. У одного, например, написано, что вот канонические отступы должны быть 8 пикселей, у другого 12, если мы говорим о дизайне. Или вообще они друг друга дублируют, одно и то же правило в разных местах лежит, и при этом агент не будет проходить по всем, выбирать, что так, хочу вот этот, вот этот, вот этот, из этого возьму первую половину, из этого вторую. Так не получится, он выберет какой-то один и будет следовать ему. Разумеется, один скилл полностью все твои задачи не покроет. Из этого и выходит, что результат от этого не улучшается, он становится случайным. С каждым новым скиллом агент не становится умнее, а становится рандомнее. Поэтому с готовыми скиллами я работаю иначе. В архитектуре я установил, что мы берем этот скилл, извлекаем из него конкретное знание, в общем, берем его суть и укладываем уже в собранную архитектуру, в собранный скилл, дополняя общее знание именно тем, что уникальное в этом скилле, который мы пытаемся закинуть. И на этом этапе, соответственно, он проверяет, чтобы ничего не противоречило, не дублировалось и не создается новый скилл, а прежняя структура дополняется новыми знаниями. И здесь разница принципиальная, то есть установка скилла добавляет системе еще один голос, который спорит с остальными. Извлечение знания дополняет то, что уже у системы есть, и расширяет понимание того, что агент вообще умеет. Скилл дополняет знания агента, а не подменяет прежние. Если в целом тема этого видео, его боль тебе близка, то обязательно поставь лайк, так ролик найдет тех, у кого то же самое. И тут давай сделаем еще одну небольшую сноску. Я говорю о том, что я построил то, я создал это, у меня архитектура такая, а ты, наверное, думаешь, ну а как мне то же самое повторить? Не волнуйся, в конце я дам скилл, который реорганизует твою среду по такому же принципу. Здесь в этом видео главное, чтобы ты просто понял, как это работает, как работает эта архитектура. Потом скилл, который я тебе отдам, просто реорганизует твою среду таким же образом, что она будет работать вот так, как описано в этом видео. Забрать его можно будет в моем телеграм-канале, ссылочка по QR-коду на экране или в описании. Вторая опора — это правила и принципы. Почти все скиллы, и мои в том числе ранее, и то, что можно найти в интернете, выглядят как просто список указаний. Выбирай только из конкретно этих шрифтов, делай так, не делай это, отступ такой, цвет такой, стек по технологиям определенный и так далее. Пока задача попадает в список, все хорошо. Приходит случай, которого в списке нет, и агент делает что-то рандомное. Ему не на что опереться, чтобы додуматься. Он либо останавливается, либо натягивает ближайшее похожее правило на эту ситуацию. Поэтому здесь в архитектуре скилла я решил разделить правила и принципы. Вот простой пример с детьми, да. Ребенку говорят: не трогай чайник, не трогай плиту, не трогай ручку сковородки, не лезь к духовке. Мы с вами понимаем почему, да. Список такой может быть бесконечным, и в нем всегда найдется предмет, который просто забыли назвать. А принцип здесь один: не трогай горячее, потому что обожжешься. Его и запомнить проще, и стоит такое понимание несравнимо больше, чем перечень конкретных предметов, которые
ты и сам перечислить все не сможешь, и запомнить ты не сможешь. Потому что оно покрывает и утюг, и радиатор, и все остальное, чего в списке не было. Детям постоянно говорят, это нельзя, это не так, это делай так, и они постоянно спрашивают, почему. И это абсолютно нормально, потому что понимать, почему делают так, намного ценнее, чем просто помнить, что это надо делать так и так далее. Правила не покрывают все и никогда не покроют, они могут быть бесконечными. Ситуации вне списка правил будут всегда, и там становится видно, понимает человек или просто заучил. Поэтому, как я ранее сказал, я на 2 части в своей архитектуре разделил скиллы. То есть один скилл делится на 2 части. Первое — это правило, здесь конкретика, то есть формулировка, как это обнаружить, чем чинить, как это должно выглядеть, чему точно нужно следовать. Например, когда веб-дизайнишь, веб-кодишь что-то, агент всегда создает вот эти маленькие заголовки с кэпсом, с большим межбуквенным интервалом. Это ESLOP, это бесит, строгое правило. Такого делать не нужно. Вторая часть — это как раз принципы. Здесь ответ на вопрос «почему?». Как вот, например, с ребенком. Правило: не трогай чайник, не трогай сковородку. Принцип: горячее трогать нельзя. И вот эти 2 столпа между собой неразрывно связаны. Есть правило, есть к нему принцип. Если возникает случай, который не описан в правилах, агент решает, опираясь на принципы. Без этой связки правила можно дополнять сколько угодно. Например, поставил ты правило, что кэпса быть не должно, а он вместо этого текст 3-цветным сделал. То есть все соблюдено, правилам ничего не противоречит, но, тем не менее, стало еще хуже. С принципом агент видит, для чего ту или иную правку нужно вносить, как это должно работать. В этом вторая опора и заключается. Я хочу, чтобы агент понимал, вместо того, чтобы слепо следовать. Третья опора исходит из методологии Антропик. Совет там сквозной. Дробить. Дробить знания, навыки, запросы, агентов на субагентов. Не пытаться уложить все в один огромный файл и один огромный контекст. Это работать не будет. Как это могло бы выглядеть там на примере готовки? Есть у вас базовый навык именно готовки. Вы знаете, что там что-то варят, что-то жарят. Для того, чтобы варить, нужна кастрюля, вода, эту воду нужно набрать, включить плиту и так далее. Это все базовый навык. Говорит ли этот базовый навык о том, что вы классно приготовите, например, там карбонару или болоньезе? Не говорит. Какие-то базовые принципы вы знаете, но это не дает вам полное понимание того, как это делать. В то же время приготовление карбонары и болоньезе — это там конкретные этапы, конкретные ингредиенты, в общем, очень много конкретики. Но говорит ли это о том, что процесс их приготовления совершенно нигде не перекликается и ничем не похож? Ну нет, там как минимум пасту нужно варить, да? Соответственно, вот этот ваш навык готовка, он в какой-то мере соответствует, и базовые принципы того, что нужно знать для приготовления того или иного, он описывает. И тут было бы глупо делать первый навык просто готовка, второй готовка карбонары, третий готовка болоньезе. Контекст здесь общий, принципы общие, а конкретные действия разные. И помимо какой-то базовой информации по поводу того, как там воду кипятить, есть еще и принципы, которые логику процесса в целом покрывают. То есть оба этих случая — это готовка. Готовим мы для чего? Для того, чтобы было вкусно, это можно было съесть. Значит, продукты должны быть свежие, значит, порядок шагов должен соблюдаться, иначе рецепт перестает быть рецептом, у нас получится какая-то каша. Это будет перекликаться для абсолютно любого рецепта. И дробить таким образом можно до бесконечности. Если бы мы каждый рецепт дробили на отдельный скилл, ну, так можно было бы продолжать бесконечно. Этих скиллов становится так много, что агент в них никогда не сориентируется и нужный не возьмет. Поэтому дробление у нас идет от общего к частному внутри одной системы. У каждого этого поднавыка, подскилла есть родитель, есть какие-то другие подскиллы, которые находятся с ним на одном уровне. Общий контекст и одна точка входа. Соответственно, тебе в среде не нужен скилл карбонара. Ты говоришь: я хочу сегодня приготовить карбонару. Агент видит: приготовить. У нас есть один скилл готовка. Итак, какие у нас тут принципы, что конкретно у нас есть ли у нас что-то про карбонару? Есть подскилл, берем его. Все работает как часы. В моей архитектуре дробление выглядит так. Наверху 8 групп по отдельным направленностям: дизайн качества, дизайн системы, продуктовый цикл, тексты, веб-флоу, запись видео, курс, инфраструктура. У меня огромное количество задач решается в среде. Из 111 скиллов, которые были у меня прежде, я собрал 8, которые углубляются бесконечно в какую-то конкретную специфику. Навыков выходит всего 8. Внутри навыка уже находится роутер. Там описано, какие есть субагенты, где находятся наши принципы, правила, где они перекликаются и так далее. Он видит систему вот в общих чертах. Он читает задачу и выполняет исполнителя и конкретные навыки, которые понадобятся по формулировке. Дальше идут направления. Это темы внутри группы. Например, у меня в дизайн-качестве отдельно визуал,
анимации, доступность, генеративные паттерны. Это уже уровень той самой карбонары, да, конкретное блюдо со своими правилами. И в каждом направлении лежит та самая пара, правила плюс принципы. И к ним также привязанный субагент, который будет это все выполнять. Под скиллов внутри всех групп у меня получилось 79, а система при этом видит 8 описаний. Остальное открывается только тогда, когда роутер туда пошел. До перестройки их было 111, соответственно, где-то информация дублировалась, где-то противоречила. Была проведена чистка, 22 скилла при этом выкинули. Среда весила 19 гигабайт, стало 6, и около 3200 строк дублирование слито в один источник. И как вот теперь это работает? Пишем задачу обычными словами, поднимается нужная группа, ее роутер определяет, какие направления должны быть задействованы и запускает проверяющих агентов. Каждый читает ровно свою пару файлов, правила и принципы своего направления, каждый сам открывает продукт и делает скриншоты. Возвращается 4 отчета в одном формате, основной чат сводит их в один список, убирает пересечения, потому что визуальная и слоп-проверка часто ловит одно и то же с разных сторон и приоритизирует полученные результаты таким образом, чтобы то, что даст наибольший эффект, было в самом начале, а остальное в конце. Правки при этом вносит только основной чат и только после моего подтверждения. Проверяющие субагенты читают, проверяют, чтобы все шло по правилам и какие-то мелкие части этого процесса выполняют. Самое частое, что после таких роликов пишут, устройство понятно, непонятно, что в эти файлы писать про свою работу, и это главная сложность. Разобрать инструмент по документации на самом деле не так сложно. Встроить его в свою работу так, чтобы каждый день получать результат, это уже другая задача. Учебных материалов по AI сейчас море, можно пересмотреть кучу видео, разобрать десятки чужих скиллов, и пока у тебя нет своего процесса, все эти знания живут отдельно и в работу не внедряются. Ты пишешь агенту хаотично, каждый раз заново думаешь, как поставить задачу, и получаешь непредсказуемый результат. А тем временем на рынке крупные компании Сбер, Альфа, Яндекс, МТС активно перестраиваются. Им уже сейчас нужны дизайнеры, которые умеют встраивать агентов в процесс и вести несколько проектов параллельно. Такие специалисты быстрее растут по чеку и берут на себя больше ответственности. Через год-два разрыв между ними и теми, кто продолжает работать по-старому, станет заметным. Это уже происходит, я вижу это по вакансиям и по запросам своих учеников на консультациях. На курсе AI Native Designer разобран весь процесс продуктового дизайна с AI. Как ведется бриф, откуда берется исследование, как оно превращается в структуру, как из структуры собирается дизайн-система, как макеты доезжают до живого прототипа, как все это потом проверять, собирать метрики. Инструменты внутри процессов меняются каждые пару месяцев, метод остается. Здесь отличительная особенность в том, что ты учишься собирать свои скиллы под свои задачи и свои продукты. Поэтому после прохождения у тебя будет такая же система, как у меня, только под твой бизнес и твой стэк. Специально для зрителей этого ролика на экране сейчас промокод, он дает лучшие условия на курс. Оставляй заявку в описании или по QR-коду на экране. Менеджер разберет, подходит ли программа под твои конкретные задачи. Теперь давайте честно про цену вот такой архитектуры, такой конструкции. Чем сложнее архитектура, чем больше она нюансов предусматривает, тем, разумеется, лучше результат. И при этом тем сложнее ее поддерживать. Я понимаю, как все это работает, проверил не один раз, и поэтому осознанно выбираю этот сложный путь. Здесь самое главное, что ты должен понимать, как твоя система устроена. Поставить и забыть, конечно, можно, но все-таки лучше понимать, как это работает. Скилл, о котором говорил в начале, если у тебя большая среда, за минут 30 ее разложит, и уже это будет работать. Но если ты не знаешь, почему агент пошел именно тем или иным маршрутом, ты не починишь его в тот момент, когда он пойдет не туда. Поэтому в самом начале и сказал, что нужно понять логику того, как это работает, а все остальное, уже направляя агента, ты пофиксишь. Из этого вытекает вторая часть работы, это поддержка этой системы. Я периодически смотрю, как система отрабатывает, правда ли агент берет нужную группу, правда ли от субагентов приходят отчеты, насколько они содержательные, не появилось ли место, где он промахивается постоянно, а если появилось, то почему и так далее. Таким образом, система становится точнее, калибруется, но сама по себе она точнее не станет, она будет улучшаться, только, разумеется, с твоими правками. И по поводу субагентов, параллелится тоже не все, проверяю агенты хороши там, где задача только почитать, посмотреть, проанализировать как-то там базово. Все, где нужно создавать, вносить какие-то изменения, писать код, делает основной агент. И таким образом мы делегируем какую-то мелкую простую работу на субагентов, а все основное выполняет основной агент. В общем, вывод здесь простой, какие-то запары, нюансы есть, но если хочешь стабильный результат, архитектуру придется делать сложной и много чего в ней учитывать. Для этого нужно понимать, как это все работает. Давай подведем итог, еще раз повторим 3 опоры, которые в
в принципе, в качестве логики стоит забрать. Первое. Скиллы, которые мы привносим в среду, дополняют уже существующее знание, а не переписывают его и не подменяют. Второе. Скиллы не состоят только из правил конкретных последовательностей. У нас все делится на правила и принципы. Правило говорит, что делать, принцип говорит, почему. Третье. Дробление идет от общего к частному внутри одной системы. У каждого куска есть родитель и вход, через который до него добираются. Начинается это все с одной папки, одного файла с принципами на 5 строк. И если среда у тебя небольшая и только растет, это еще лучше. Заранее с помощью скилла заложишь эти правила, и у тебя сразу все будет собираться как надо. Также будет очень полезным, если ты в комментариях напишешь, какие у тебя вообще возникают проблемы с агентами, где что идет не так. Прежде чем записывать ролик, я в первую очередь обращаюсь к комментариям, смотрю, кому что где непонятно, чтобы смысл в записи был. И последнее, если хочешь, чтобы твои скиллы начали работать, чтобы у тебя было 3-4 отдельных скилла с понятной логикой, забирай скилл реорганизатор. Он ставится в твою среду и сам пересобирает все по той же архитектуре, которую я разбирал в ролике. Агент перестает путаться, становится только умнее, а токенов за счет субагентов поедает меньше. Забирай по ссылке в описании или QR-коду на экране. И последнее, вас заменит не нейросеть, вас заменит человек, который умеет пользоваться ей лучше вас. До встречи в новых роликах, пока!